Всем привет! В этом видео я покажу, как изготовить фидерный монтаж Running Feeder с отводом под кормушку. Я считаю, что этот монтаж имеет три самых основных преимущества. Во-первых, этот монтаж можно назвать гуманным, потому как в случае обрыва лески рыба с легкостью освободится от кормушки и не погибнет. А значит, этот монтаж разрешен на фидерных соревнованиях. И поскольку рыба не погибла, вам плюс в карму. Во-вторых, этот монтаж является максимально чувствительным и отлично подходит для неактивной и осторожной рыбы, потому как при поклевке она не чувствует веса кормушки, а вся нагрузка сразу передается на квивертип, и рыболов видит буквально каждое движение рыбы. Главное только вовремя подсечь. Ну и третье преимущество данного монтажа кроется в отводе под кормушку. Благодаря этому отводу мы получаем возможность комфортно ловить на заиленном дне. Вообще Running Feeder удобнее всего вязать на монолеске, но также можно и на плетенке. И я долго думал, как же показать оба варианта, но при этом сильно не затягивать видео, ведь отличия там небольшие. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас я подробно покажу, как вяжется эта оснастка на монолеске, то есть в классическом варианте для этого монтажа, а в конце видео покажу уже готовый такой же монтаж, только на плетенке. И коротко на словах объясню, чем отличается процесс изготовления. Итак, поскольку это монтаж с отводом под кормушку, поэтому как раз с изготовления этого отвода нам следует начинать. Сразу хочу сказать, что большинство рыбаков эти отводы делают по-разному. То есть используют разные материалы, используют разные коннекторы, разные трубочки, разные бусинки, разные застежки и прочие элементы. То есть каждый делает по-своему. Я сейчас покажу такой тип отводов под кормушку, который я делаю для себя сам. Признаюсь, что такие отводы я придумал не сам, просто когда-то увидел их в продаже, они мне понравились, я их купил, потом увидел, что самому их сделать совсем не сложно, и вот таким вот образом начал для себя делать отводы под кормушки именно такого типа. Сейчас и вам покажу. Значит, конечно же, самый важный элемент — это материал, из которого будет сделан сам отвод. Как я уже ранее сказал, рыбаки их делают с разных материалов. Кто-то делает из обычной толстой монолески, кто-то делает из обычной плетенки, кто-то изготавливает отводы из флюорокарбона. Мне же нравится делать отводы под кормушки из поводочного материала для карповой рыбалки. То есть это материал, из которого карпятники вяжут карповые поводки. Конечно же, сразу возникает вопрос, а какого же диаметра должен быть поводочный материал? Здесь все очень просто. Понятно, что чем толще материал, тем большую нагрузку он выдерживает. Поэтому просто нужно понимать, какими кормушками вы будете пользоваться. Чем тяжелее кормушка на вашей оснастке, тем, соответственно, большую нагрузку должен выдерживать отвод под ту самую кормушку. Вот и все. То есть толщина материала, из которого сделан отвод, зависит только от веса кормушки. И следующий параметр — это длина того самого отвода под кормушку. Длину точную я вам сказать не смогу, потому что это уже нужно подбирать индивидуально, интуитивно и имея какой-то опыт. Могу лишь сказать, дать такую подсказочку, чем, по вашему мнению, более глубокий ил на том месте, где вы будете ловить, тем длиннее делайте отвод под кормушку. Опять же, это все очень так примерно. Этот отвод может быть и 5 сантиметров, и 10 сантиметров, может быть даже и больше. Но я, как правило, делаю отвод сантиметров 5-10, больше еще ни разу не делал. Это все приходит с опытом. Честно, я не могу сказать, делайте, например, 6 сантиметров и все.
уже как-то подбирайте длину отвода опытным путем. Если видите, что, например, вот рыба совсем не подходит, значит есть вероятность того, что наживка ушла в ил, и, возможно, нужно этот отвод сделать подлиннее. Ну, то есть как-то так. Поэтому давайте сейчас приступим к изготовлению отвода под кормушку, а потом уже продолжим делать сам монтаж Running Feeder. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса: освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Значит, помимо поводочного материала, также нам еще понадобится одна бусинка стеклянного бисера. Желательно, чтобы она была темных тонов. Вот такая вот, как у меня. Темно-зеленая или лучше вообще черная, чтобы рыба лишний раз не интересовалась и не лупила в эту бусинку. То есть белую бусинку лучше не использовать, чтобы не получать лишних холостых поклевок. Так, бусинка бисера у нас есть. Теперь нам нужна еще одна застежка без вертлюга. Если есть вертлюг в комплекте, то его необходимо снять. В принципе, можно использовать любой формы застежку, но следует все равно обратить внимание на одну вещь. Сейчас я возьму это все дело, приближу и покажу, на что обратить внимание при выборе застежки. Значит, вот мы видим, что на левой застежке вот здесь вот наружу выпирает острый конец. А на правой застежке конец острый тоже есть, но он загнут вовнутрь. И здесь ничего цепляться не будет. А вот здесь вот за этот конец всегда, как назло, цепляется или поводок, или какая-то зелень, какая-то трава. Поэтому такие застежки, конечно, использовать можно, но лучше их не брать. Лучше брать вот такие. То есть форма может быть любая, не обязательно такая, но чтобы конец был загнут именно вовнутрь. Так, продолжаем. И еще нам понадобится термоусадочная трубка. Тоже желательно, чтобы она была темная. Ну, у меня вот она, видите, вообще черного цвета. Как раз то, что надо. Диаметр трубки лучше всего сюда подходит, чтобы был в обычном состоянии 2 мм, а когда она усаживается, становится диаметр 0,75 мм. Вот такая вот трубочка. И в принципе все, больше нам ничего для этого не надо. Берем конец поводочного материала, пока еще ничего можно не отрезать, просто вот так вот отматываем от бобинки и привязываем поводочный материал к застежке. Узел можно брать в принципе любой, главное, чтобы он был надежный, но я думаю, что для этого момента лучше всего подойдет именно узел клинч. Так, узелок связали, затянули и обрезаем лишний конец, но здесь можно обрезать его не полностью, где-то около сантиметра можно оставить спокойно. Он потом все равно спрячется под термоусадкой. Вот так.
Застежку привязали. Теперь нам необходимо для себя установить, какой же длины мы хотим сделать отвод под кормушку. Значит, ну давайте представим, что мы хотим сделать отвод длиной 5-6 сантиметров. И, кстати, примерно с такой же длины я советую начинать пробовать ловить таким монтажом. Ну а дальше, как я уже говорил, по ситуации. Ну то есть примерно 5 сантиметров это где-то вот так, наверное. Плюс мы даем еще на расстояние на узел. Здесь тоже нужно будет вязать клинч. Поэтому вот так вот отмерили с запасом и отрезали. Теперь берем термоусадку и отрезаем 2 кусочка примерно по сантиметру. Вот один и второй. Есть. И 2 эти кусочка одеваем на поводочный материал. Вот так. Теперь этот отрезок трубочки мы одеваем на, ну вот так вот натягиваем на застежку. Сейчас покажу. Сильно натянул. Сильно натягивать не надо. Вот так вот буквально на край. Вот. Натягиваем эту трубочку и пока так ее и оставляем. А вторую трубочку просто пододвигаем туда, ближе к застежке, чтобы она нам пока не мешала. Берем теперь бусинку бисера, вставляем в нее поводочный материал, протаскиваем до нужной длины, чтобы вот это расстояние, как мы уже говорили, получилось сантиметров 5. Вот так. И тоже вот удерживаем эту бусинку и вяжем узел клинч. И лишний конец обрезаем. Тоже обрезаем его не до конца, можно оставить где-то тоже около сантиметра, вот так. Вот так вот у нас получилась эта бусинка. Привязана. Ну и теперь вот эту вот трубочку вторую, как многие уже догадались, нужно подвести ближе к нашему бисеру. И чтобы в нее вошел тот конец, который мы оставили, ну, когда обрезали. Вот такая ситуация должна получиться. В принципе, отвод под кормушку почти готов. Осталось только подготовить кипяток для того, чтобы эту трубочку усадить. Ну, трубочка термоусадочная, поэтому трубочка усаживается. Она усядется и надежно зафиксирует все вот эти узелки, и конструкция будет вообще практически монолитная. Конечно, многие могут сказать, что кипяток, все дела, как-то слишком все сложно, но сразу предупреждаю, что такой тип отводов под кормушку лучше всего вязать непосредственно дома, а не на рыбалке. Хотя я думаю, каким образом вы бы не вязали отвод под кормушку, все равно его лучше вязать дома. А уже сам монтаж можно будет вязать на рыбалке. Поэтому сейчас готовим кипяток и все-таки закончим до конца этот отвод. Значит, вот кипяток у нас уже готов. Только что водичка закипела. Теперь берем наш почти готовый отвод. Проверяем, чтобы все трубочки были на своих местах. И вначале опускаем одну. Немного. Вот так
Подождем, чтобы она уселась. И теперь поправляем вторую трубочку, возле которой бисер, и тоже ее опускаем в кипяток. Даже можно вот так взять пинцет и сразу их обе опустить. Я думаю, здесь не нужно объяснять, почему нельзя использовать зажигалку. Это и так понятно. А вот кипяток как раз самое оно. Все, кипяток свою цель выполнил. Убираем его. И в итоге у нас получился вот такой вот замечательный, надежный и красивый отвод под кормушку. Понятно, что многие уже догадались, что за застежку у нас будет цепляться кормушка, а бисер будет ездить по леске. Когда наш отвод под кормушку полностью готов, теперь мы можем приступить к изготовлению самого монтажа Running Feeder. Итак, представим, что это наша основная леска, которая намотана на шпулю катушки и уже пропущена через все кольца нашего удилища. Берем конец этой лески и вставляем его в отверстие бусинки бисера на отводе под кормушку, который мы только что связали. Вставили леску в бусинку, и этот отвод можно протащить туда подальше, чтобы он нам не мешал. Пусть пока там болтается. Теперь нам необходимо сделать скрутку. Очень важный момент. Длина скрутки должна быть длиннее, чем отвод под кормушку, где-то сантиметров на 5, на 6. Сейчас я вот пока его верну, рано я его туда отправил. То есть, если у нас, например, вот эта длина 10 сантиметров, то длина скрутки, которую мы сейчас будем делать, должна быть где-то 15-16 сантиметров. Ну, там плюс-минус сантиметр роль уже не играет, но где-то так. Это у нас длина где-то 5 сантиметров, поэтому длина скрутки должна быть примерно 10-11 сантиметров. Теперь отправляем его туда в конец, чтобы он нам не мешал. И отмеряем от края лески где-то сантиметров. Ну, тут лучше с запасом давать, лишнее мы всегда обрежем. Давайте дадим сантиметров 30. Вот так аж. И теперь у нас здесь образуется такая петелька, которую нам теперь необходимо зафиксировать. Фиксируем эту петлю узлом 8. Затягиваем. И начинаем здесь делать скрутку. Я довольно часто говорю фразу, что неудобно, потому что здесь передо мной стоит камера, но поверьте, это правда. Она очень сильно мешает. Здесь большой штатив, над головой висит камера. И вот такие тонкие работы очень сложно делать. Но вроде бы все получается. Тяжело, но получается. Вот. Вот такая вот у нас получается скрутка. Давайте сделаем ее еще длиннее. Здесь
в принципе, основная фишка в том, что если скрутка получится длиннее, чем надо, например, вот сейчас мы не угадаем из-за этих всех неудобств, то ничего страшного. А если скрутка получится короче, чем надо, вот это уже чревато частыми запутываниями. Ну, допустим, хватит нам этой скрутки. Так, скрутку мы теперь зафиксировали узлом 8. Что-то я задумался и перестал говорить, что я делаю. Значит, все, скрутка у нас готова. Узелком зафиксировали. Это очень важный узелок, поэтому его старайтесь хорошо затягивать. И теперь лишний конец обрезаем. Только здесь очень важно обрежьте именно лишний конец, а не основной. Потому что если мы обрежем основную леску, понятно, что придется все переделывать. Такое случается иногда на рыбалке. Но это все из-за спешки. Так. Сейчас здесь поправим. И теперь, когда у нас готовая скрутка, мы можем сюда подцепить кормушку. Я уже вижу, что скрутка у меня получилась немножко длиннее, чем надо. Хотя нет, что-то я поспешил с выводами. Нет, не длиннее. Вот, в идеале, вот чтобы, когда мы вот так вот это все выставляем, уже кормушка у нас подцеплена, все подцеплено, и бисер у нас упирается в этот узелок. Так вот, в идеале, чтобы вот эта петелечка у нас была чуть-чуть ниже кормушки. То есть, в принципе, как в патерностере. И, по сути, эта снасть очень напоминает патерностер. То есть, смотрите, то же самое. Плечо под кормушку. Здесь у нас отвод с петелькой под поводок. Ну, точно патерностер. Ну, или петля Гарнера. Но отличается от патерностера тем, что это плечо под кормушку у нас, как видите, скользящее. Ну все, монтаж полностью готов. Сюда мы только цепляем способом петля в петлю поводок с крючком. И все, это все уже дело можно забрасывать, можно ловить. Здесь у нас в бисере достаточно маленькое отверстие. Оно не проходит через вот этот узел. Если вдруг такая будет ситуация, что пройдет это отверстие через узел, ну, например, у вас может быть бисер какой-то другой с большим отверстием, может быть, наоборот, леска более вот эта тонкая, и узел получится меньше. Поэтому здесь есть два пути. Или попробуйте укрупнить этот узел, там, не знаю, навязать его еще как-то больше постараться, или просто взять какую-то бусинку, у которой очень маленькое отверстие. Вот у меня есть бусинка, сейчас постараюсь показать. Вот смотрите, у нее отверстие буквально вот сфокусировалось, как диаметр лески, можно сказать. Очень маленькое, даже самый минимальный узелок не пройдет через это отверстие. Поэтому мы можем взять вот эту бусинку с маленьким отверстием, поставить вот здесь возле узелка. Вот так. Ну, то есть только заранее одеть. Когда мы начнем это все набирать, вначале мы одеваем отвод для кормушки, потом мы одеваем вот эту вот бусинку, и потом уже делаем все так, как я показывал. Тогда получится, что эта бусинка 100% уже не даст вот этому вот бисеру пройти через колечко. Но в данном случае эта бусинка нам не надо, это просто вам рассказал такой лайфхак. Здесь ничего не проходит, здесь все четко у нас получилось. Вот. И напоследок, конечно, хочу рассказать, почему все-таки эта оснастка рекомендуется при ловле на очень илистом дне.
Ну вот смотрите, мы делаем бросок. У нас водоем имеет какую-то глубину. Кормушка, когда проходит весь вот этот вот шар воды, в момент приземления на дно, она набирает какую-никакую, но набирает скорость. И на этой скорости она падает в ил. И поэтому, если у нас не будет вот этого вот отвода, ну вот представим, что отвода нет, вот кормушка у нас как на обычном инлайне, вот прям зафиксирована вот здесь. Получится, что кормушка у нас падает на скорости, погружается в ил и сразу за собой тянет вот эту всю леску, ну или шнур. И, соответственно, на скорости это все за собой потянет также и поводок с крючком. Если у нас есть вот это плечо, что получается? У нас это все дело падает, приземляется, то есть кормушка касается на скорости, касается ила, в него, допустим, вгружается, потому что все-таки она имеет какой-то вес, но вот это вот основная скорость, она уже как бы тормозится. И у нас вот есть плечо, которое замедлит вот это вот действие, то есть чтобы леска не пошла сразу за кормушкой. То есть кормушка упала, и скорость эта как бы ослабилась, и потом уже потихоньку падает леска или там шнур, падает уже на ил. Вот так вот. Конечно, немножко тоже может в ил зайти, смотря еще какой ил, но в основном насадка. Тут главное, чтобы насадка была видна. Корм он все равно там где-то через ил даст какой-то свой запах, а даже если ил глубокий и корм никак не сработает, то все равно наша насадка, она в приоритете. Потому что корм это как дополнительная такая, скажем, фишка, а насадка, наживка это все-таки как основное. Поэтому нам важно, чтобы наживка была всегда на поверхности и не тонула в илу. Ну и сейчас я возьму уже готовые монтажи, такие же монтажи, только на плетеном шнуре, и расскажу пару способов, как можно вот то же самое связать на плетенке, потому что многие рыбаки, особенно фидеристы, они ловят как раз таки на плетеные шнуры. Ну, я ловлю на леску только если ловлю на озере карпа фидером. Только в этом случае. Если ловлю на реке, то ловлю исключительно шнуром. Так, ну вот, я навязал монтажей. На самом деле это все один и тот же монтаж. Раннинг фидер с отводом под кормушку. Вот это вот самый первый слева. Это монтаж на леске, который мы с вами только что вязали. А вот это второй и третий. Это два точно таких же монтажа, только на плетеных шнурах. Казалось бы, в принципе, все одинаково, разницы никакой нет. Ну, в принципе, да, разницы никакой нет, если бы не вот эта вот жесткая скрутка. То есть это скрутка для того, чтобы отвести поводок максимально дальше от кормушки. И она здесь необходима. Вот это вот жесткое такое вот, скажем, плечо. Ну, жесткий отвод, если быть более правильным. Значит, получается, задача в том, чтобы вот это жесткое плечо каким-то образом соединить со шнуром. И сейчас я покажу несколько способов, как это можно сделать. Здесь понятно, на леске, как я показывал, мы просто берем эту же самую леску и с нее формируем эту скрутку. Тут завязываем, все понятно. Давайте, чтобы она нас не путала, мы сразу отложим в сторону. Это у нас классический вариант, с ним и так все ясно. Давайте разбираться с вот этими. Значит, показываю два способа. Ну, по поводу вот этого способа, давайте начнем с него. Тут, я думаю, многие наши такие заядлые зрители, наверное, про этот способ знают. Я снимал отдельное видео. Здесь вот идет плетеный шнур. Немножко приближу. Идет плетеный шнур. К нему привязан вертлюжок, то есть одно колечко вертлюжка. А ко второму колечку вертлюжка привязана скрутка с лески. То есть тут вот кольцо под, ну, петля под поводок, потом идет скрутка, и эта скрутка узлом клинч привязана к вертлюжку.
Вот такая вот система. Система абсолютно рабочая, я уже проверял неоднократно, работает вообще на ура, но есть некоторые вопросы к вот этому вертлюжку, он все-таки довольно подвижный, и вот этот вот отвод, он не совсем хорошо отводит поводок от кормушки, но количество зацепов я сильно большого не увидел, если честно. Но все-таки вопросы к этому есть. Теперь вот второй вариант. Это вариант, я считаю, вообще самый топовый. Здесь какая ситуация? Вот то же самое. У нас плетеный шнур, на него одет отвод под кормушку. И идет отрезок лески. Здесь, конечно, лучше всего использовать не леску, а толстый флюорокарбон. Во-первых, флюорокарбон, он почти невидимый, но это в данном случае не самое главное. Самая главная фишка флюорокарбона в том, что он гораздо жестче лески, и тем самым будет лучше отводить, ну, работать в качестве отвода. То есть лучше будет отводить поводок от кормушки. Ну, на крайняк, если нет у вас флюорокарбона, вот у меня сейчас флюорика нет, поэтому это у меня обычная леска 0,35 в диаметре, то тогда берите уже толстую леску. Но, говорю, если вот вы хотите таким монтажом пользоваться, таким вот вариантом идеально, то лучше этот отрезок сделать из флюорокарбона. И этот отрезок флюорокарбона привязан к шнуру. В данном случае я его привязал узлом морковка. Вот. Но также можно любым другим соединительным узлом. Например, кровавый узел хорошо подходит. Также хорошо подойдет узел Albright. То есть выбирайте один из этих узлов, как вы умеете, такими вяжите. Единственное, что смотрите, если узел здесь получится маленький, ну в смысле тоненький, то учитывайте вот этот вот момент, чтобы бисер не проскочил через этот узелок. Если заранее знаете, что он будет, у вас этот узел очень такой тоненький, маленький, тогда сюда предусмотрите какую-то тоненькую бусинку. Ну, точнее, бусинку с тоненьким отверстием. Ну, как я показывал до этого. Также можно использовать крупный резиновый стопор. Но лучше все-таки какую-то бусинку пластиковую. Вот так. Вот это вот такой вариант. С этим, я думаю, понятно. И покажу еще один вариант. Признаюсь честно, я этим вариантом пользуюсь чаще всего, потому что он вообще самый простой. Я в основном ловлю на шнур, кроме озерных рыбалок. Но все-таки озерных рыбалок у меня немного, поэтому чаще приходится ловить на реке. А там, естественно, я ловлю на шнур. И когда мне бывает хочется вот так вот половить таким монтажом спонтанно, то вот есть еще такой вариант. Просто берется кусок лески, я там беру самую простую, самую дешевую леску, так просто метр отматываю, на ней вяжу, прям с этой же лески вяжу вот эту скрутку, одеваю на нее вот этот скользящий отвод с кормушкой, оставляю вот примерно там сантиметров 30 свободного хода, можно даже больше давать, и на конце вяжу петлю. И также на своем основном шнуре, который у меня идет сквозь кольца удилища, тоже вяжу петлю. И потом этот монтаж соединяю способом петля в петлю. Вариант идеальный. Ну, как идеальный? Скажем так, он хороший. Он работает замечательно. На него отловил больше всего рыбалок, отловил именно на такой вариант. Но минус этого варианта, что здесь немножко гуманность остается под вопросом. Потому что если у нас леска, ну, допустим, рыба сидит на крючке, леска в момент вываживания разорвется здесь, то есть до петли, то тогда гуманность сработает. Рыба спокойно освободится от кормушки.
Если каким-то образом во время вываживания у нас вот здесь, уже за петлей, отрывается шнур, вот давайте я его специально сейчас отрежу. Вот у нас отрывается шнур. То тогда рыба потянет вот так за поводок. И все, и кормушка упрется вот в эту заднюю петлю. Видите? Но если леска порвется, ну это уже, я думаю, все понимают, это я уже так для наглядности, порвется до петли, то тогда рыбу спокойно освободится от кормушки. Ну а там уже со временем, я думаю, ей не проблема будет достать, ну, освободиться от крючка с поводком. Так, с этим, я думаю, все понятно. Еще хотел сказать, что сильно там строго не судите. Я таким способом, ну, я же говорю, что он не гуманный, и таким способом я ловлю только в тех местах, где за многие долгие годы я не видел даже ни одного намека на какой-то зацеп. То есть места уже проверены, я знаю 100%, что я вот так вот с одной кормушкой пришел на рыбалку, и с этой же кормушкой с рыбалки уйду. Таких мест у меня много, поэтому только в проверенных местах я могу использовать такой, как я сказал, негуманный монтаж. Но в новых местах, конечно, лучше используйте 100% инлайны, которые, независимо где бы оборвались, освободили бы рыбу от кормушки. Вот такое вот получилось, наверное, длинное, но, я надеюсь, очень полезное видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Подписывайтесь на наш официальный инстаграм. Там много интересных фотографий из жизни нашего канала. Ну и все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.